Привет, друзья! Мы продолжаем с вами знакомиться с нумерологией, продолжаем себя узнавать лучше. И сегодняшнее у нас будет видео посвящено число нашему рождению. Что это за число и что оно может про нас рассказать. На самом деле это календарное число того дня, в который мы родились. И это число может быть как однозначным, так и двузначным. И поэтому это число может рассказать про нас очень много. Для примера покажу вам дату, как мы будем рассчитывать это число. Допустим, возьмем 7 мая 1900, допустим, 90-й год. Я всегда условно разделяю день, месяц и год. Для наглядности, чтобы было удобно считать. Здесь у нас ключевой играет роль это число 7. Это именно день нашего рождения. То есть оно будет у нас именно ключевым, и по этому числу мы будем делать анализ. Итак, начнем по порядку. Будем брать первые числа, и в данной концепции будут представлены именно все числа от 1 до 31, для того, чтобы показать полную картину нашей личности. Итак, поехали. Число 1. Как правило, говорит о том, что это человек-лидер, и имеете большие амбиции и сильные стремления к успеху. Независимы и не любите ограничений, которые связаны с работой в коллективе. Чаще всего рутина вас выводит из себя, и вы игрок-инициатор. Человек творческий и обладаете острым и быстрым умом. Чаще всего такие качества собрались как сила воли, изобретательность, и они являются ключом к успеху вашего любого начинания. Необходимо пресекать собственную лень и искушение откладывать какое-либо дело в долгий ящик. То есть вы также склонны к гневливости, расстройствам и имеете тенденцию форсировать ход событий именно в тот момент, когда они не желают разворачиваться так стремительно, как вам бы хотелось. Число рождения 2 говорит нам о том, что очень чувствительный и дипломатичный, обладаете развитой интуицией, осведомлены, что происходит вокруг, и находитесь под влиянием своего окружения. Также вы любите красоту и внимание, и ваша чувствительность может стать причиной повышенной эмоциональной нестабильности и может сделать вас абсолютно беззащитным. Ваши таланты находятся в сфере персональных контактов и дипломатического искусства. Также вы излучаете теплоту и нежность и ждете того же от своих друзей либо окружения. Вы способны к сотрудничеству и являетесь хорошим партнером, получаете гораздо больше удовольствия, если находитесь у руля событий. Вы скромны, добры, обладаете значительными большими дипломатическими способностями, и развитая интуиция помогает точно определить, что хочет тот или иной человек. Число рождения 3 говорит о том, что это высокоразвитый творческий талант, и вы артист в душе, можете добиться успеха как, например, писатель, исполнитель, либо художник, обладаете развитым выражением и остроумием, имеете хорошо подвешенный язык, и вы неудержимый энтузиаст. Окружающие считают вас вдохновителем. Вы дружелюбны, общительны и нежны. Можете также впадать в уныние, либо подвергаться сильным эмоциональным перепадам настроения. Обладаете склонностью к разведению растений, цветов. Не тратьте энергию и время на тривиальные вещи. Придерживайтесь долгосрочных проектов. Число 4. Число 4 нам говорит о том, что вы упорный труженик и добросовестный человек.
Очень точны, относитесь с великим вниманием ко всему, чем бы вы ни занимались. Высокопринципиальны, дисциплинированы и ответственны. Вы глубоко этичны, можете проявлять гордость и упрямство, но одновременно вы не очень и важничаете. То есть вы сосредоточены на сострадании к людям. 5. 5 говорит нам о том, что вы любите путешествия и приключения. Скажем так, вы словно камень, который несется с горы, обладаете повышенным любопытством и стремитесь увидеть диковинные места, повстречаться с интересными людьми, легко приспосабливаетесь ко всему новому и нуждаетесь в стимулах. У вас прекрасные отношения с людьми, поскольку вы умеете договариваться. Склонны к безответственности, и поэтому необходимо культивировать такие черты характера, как дисциплинированность и порядочность. Также вы бываете нетерпеливы и импульсивны, можете чрезмерно потакать своему пристрастию к еде, алкоголям, сексу беспорядочному и употреблению различных наркотических средств. Следует быть осторожным и предохранять свое здоровье от этих негативных аспектов. Число 6. Число 6 нам говорит о том, что вы ориентированы на семью и способны улаживать любые споры и с обеих сторон. Также ваша жизненная задача – это развить в себе качество уравновешенного человека. Необходимо прийти к истинному пониманию древних и основополагающих принципов и противоречий, которые раскрывают суть гармонии. А также вы стремитесь знать, как кто к вам относится. Вы можете разволноваться от комплиментов и вообще любите, когда вас хвалят. В то же время критика может произвести на вас очень глубокое и отрицательное впечатление. Вы готовы пожертвовать собственным комфортом ради поддержки и помощи другим людям. Также вы можете быть чрезмерно эмоциональны и впадать в крайнюю симпатию и сентиментальность. Число 7. Число 7. Вы обладаете высокоразвитым умом. И для вас этот инструмент, с помощью которого вы изучаете мир и все его особенности. Ум обладает ярко выраженной философской и духовной направленностью. Также вы обладаете прекрасной интуицией, и вам необходимо медитировать и практиковать различные специальные духовные упражнения для того, чтобы развивать свои интуитивные способности. Вы не склонны судить о вещах по внешней оболочке. Не стремитесь использовать авантюристические подходы к решению проблем, и вы не азарты. Предпочитайте работать в одиночку, рассчитывая только на себя. 8. Имейте способности в сфере бизнеса и хорошо чувствуйте деньги. А в бизнесе ваше кредо – это оригинальность, созидательность и смелость. Обладайте рассудительностью, но нужен простор для того, чтобы практиковаться в ней. Умелы и можете воплотить в жизнь большой проект. Также вы реалистичны, самоуверенны, практичны и амбициозны. Вы гордитесь своей семьей и любите комплименты на этот счет. Необходимо развивать в себе такие черты, как упорство, живучесть, и вы стремитесь много убирать препятствий, которые у вас встречаются на пути. 9. Обладайте хорошим умом, идеалистичны, сострадательны и способны получить глубокое специальное образование, особенно в области искусства. Можете прийти к истинному пониманию жизни, превратив себя в великого слугу общества. Ваша жизненная задача – найти для себя такое место, где вы сможете приносить прямую пользу людям. Дети, рожденные 9 числа, подрастая, обычно посвящают много времени выбору профессии. Также вы хорошо можете выражать свои чувства, но иногда способны чрезмерно драматизировать. Число 10.
Очень амбициозны и хотите независимости. Обладаете качеством лидера и сильным стремлением к успеху. Очень часто страдаете от каких-то рутинных и нудных работ. Можете отчаяться и даже впасть в депрессию. Следует научиться утверждать себя. По складу характера вы пионер, и нужно ориентироваться на положительные стороны этого качества. Вы достигнете успеха, развивая в себе последовательность и творческий подход, коим вы обладаете. Число 11. Очень идеалистичны и обладаете глубокой интуицией, что позволяет стать духовным наставником либо целителем. Способны понимать людей раньше, чем они разберутся в себе сами. Склонны подвинуть людей на поиск новых путей устройства жизни. Также ваше присутствие является катализатором. Имеете также высокие лидерские качества. Жизнь будет служить скорее как пример, но не как реальная поддержка. Вы не являетесь последовательным и опекающим лидером. Тяготеете к определенности. Однажды направив свой ум на определенную цель, вы способны посвятить себя этой цели без остатка. Что еще можно сказать? Вы скорее мечтатель, чем деятель. Ваша нервная система очень тесно связана с функциями тела. И вполне возможно, что вам придется придерживаться определенной диеты и побольше отдыхать. Число 12. Число 12 говорит о том, что личность очень артистичная, которая проявляется повсюду, от дома и кухни до каких-то творческих актов самовыражения. Вы очень впечатлительны, обладаете острым умом и прекрасным чувством юмора. Вы душа общества, вы способны поддерживать любую поднятую тему, атмосферу, развлекая людей своими какими-то историями, шутками, либо остроумными замечаниями. В вас неиссякаемый заряд энтузиазма, и из вас может получиться прекрасные люди, которые работают с людьми, например, актеры, к примеру, либо аниматоры. Также вы очень должны быть внимательны к своим долговременным планам и избегать тратить время и энергию на пустяки. Так, число 13. Число 13. Социально ориентированы и любите семью и привержены традициям. Вы способны блестяще довести до конца любое поручение, которое вам доверили. Цените вещи, исходя из конкретных практических характеристик. И тем не менее, вы обладаете определенными артистическими свойствами. И вы организатор и менеджер. Способны работать долго, упорно и сознательно. Также, работая с полной самоотдачей в глубине души, вы все же будете сомневаться в том, что это именно ваша работа и ваше признание. Ваша жизненная задача – это научиться делать максимально отдачей то, чем вы занимаетесь в данную минуту. Используйте свои незаурядные способности и упорство. Периодически может становиться, например, вам плохо, либо нехорошо. Также вы можете быть иногда упрямыми и жестокими, отказываясь понимать новые творческие идеи. Ключ к успеху – это готовность поддерживать порядок, дисциплину, а также работать, если есть потенциал развития. Число 14. Вы любите перемены, эмоции, путешествия, и при этом вы легко расстраиваетесь. Необходимы дополнительно внешние эмоциональные стимулы, чтобы вывести вас из состояния заторможенности. Также вы легко адаптируетесь к новым условиям и легко принимаете перемены. Скажем так, можете быть слишком самоуверенны либо своенравны. Но это потому, что вы вправе, наверное, счастливчик и игрок от природы.
Вы обладаете быстрым и аналитическим умом, оригинальны и практичны, но склонны к неустойчивости. Вы должны избегать ловушек подтакаяния собственных слабостей, особенно такими, как, например, секс, алкоголь, чревоугодие, употребление различных запрещенных веществ. Ключ к успеху – это уравновешенность. Не следует стремиться к крупным переменам только из-за того, чтобы избежать рутины либо ответственности. Число 15. Число 15 говорит о том, что на вас наводит тоску рутина семейной жизни или социальных структурах. Это как бы подчеркивает вашу страсть к перемене мест и скитаниям, делающей невозможность долгое сидение на одном месте. Хотите для себя лучшей жизни и стремитесь к ней. Ответственность в отношении, особенно дома и в браке, является для вас главным приоритетом и испытанием. Вы должны стремиться нести только самое лучшее и самое прекрасное своему партнеру, либо туда, где вы живете. Очень впечатлительный, и критика со стороны для вас может оказать довольно негативное влияние. По этой причине многие люди отворачиваются от вас. Старайтесь жить согласно собственному золотому правилу. Я управляю теми, которые хотят сами, чтобы ими управляли. Также вы обладаете незаурядным талантом в сфере целительства, но для того, чтобы действительно помогать людям, необходимо приобрести прочный базис, например, медицинская профессия. Также вы больше слушатель, чем участник. Вам следует больше полагаться на себя и самостоятельно принимать решения. 16. У вас совершенно особая устремленность к философии и духовным аспектам жизни. Хотите познать мир невидимый и в некотором смысле чувствуете себя чужеземцем на этой планете. Имеете прекрасный аналитический ум и способны проникать в самую суть объекта исследования. Также имеете способность к глубокому сопереживанию. Следует осознать, что ваш ум – могущественное оружие. Обладаете прекрасной интуицией и даже обладать некими паранормальными способностями. Доверяйте собственной интуиции, и пусть она ведет вас по жизни. Предпочитайте также вы работать больше самостоятельно, нежели в коллективе. Поэтому можете быстро потерять интерес к собственному проекту. Любите больше быть в одиночестве и предаваться созерцанию либо медитации. Так, число 17. Очень амбициозны и обладаете незаурядным талантом бизнесмена либо финансиста. Способны к глубоким умозаключениям, и ваша жизненная задача научиться избегать привязанности к собственным суждениям и собственной силе, давая возможность проявлять ответственность и самостоятельность вашим коллегам, окружению, родным либо близким. Очень самоуверенны и считаете, что многое вам по плечу. Склонны к драматизации, особенно когда речь идет о деньгах. Любите дом, семью, стремитесь быть приветливым, и также необходимо избегать стремления к чрезмерному доминированию и манипулированию людьми. Число 18. Прирожденный лидер и эффективный менеджер. Обладаете широким умом и хорошо довольно образованным. Вы подобны позднему цветку и можете посвятить много времени выбору профессии. Необходимо научиться и проверять многое, прежде чем вы выберете что-то. В душе вас заботит глубоко судьба человечества. Всегда хотите улучшить жизнь других людей, будь то ваша компания, либо страна, либо мир в целом. Способны хорошо выражать свои чувства, хотя периодически склонны при этом драматизировать. И также небольшие денежные поступления возможны для вас из сферы сервиса. И чем больше вы делаете для других,
да, будь то материальная, либо духовная сфера, то тем больше к вам возвращается. Так, 19. Очень решительны и стремитесь к независимости. Вы способны упорно работать и бороться с невзгодами на пути, который вам лежит. Также вы очень амбициозны, имеете сильное стремление к успеху. Жизненная задача – научиться конструктивно взаимодействовать с другими людьми, обменивайтесь с ними опытами, какими-то идеями и избежать чувства изолированности, которое станет при неблагоприятных обстоятельствах чем-то вроде тюрьмы. Очень чувствительны и для вас характерны резкие эмоциональные качели. Стремитесь проявить себя в драматических ситуациях и, несмотря на это, способны контролировать свои эмоции на публике. Также вы склонны демонстрировать свою привязанность и хотите жертвовать собой во имя других. Глубоко идеалистичны, идеалы рушатся, для вас, скажем так, уже прежнего мира не существует. Число 20. Вы очень восприимчивы и впечатлительны, обладаете глубокими знаниями и способны понимать людей. Поэтому вы легко попадаете под влияние собственного окружения. Ваши таланты определяются скорее острой интуицией и способностью быть прекрасным консультантом для тех, кто обладает реальной силой и средствами. Особенно сильно на вас действует красота, гармония и любовь. Вы привлекательны и должны стремиться именно к людям. Наиболее ценной для вас является физическая привязанность. Любите проводить время с друзьями и в кругу семьи. Вы скромны, дипломатичны и вежливы, способны убеждать других людей в своей правоте. Используйте джентльменский так называемый подход. Блистательны и можете убедить в этом других. Вы именно тот связующий элемент, который соединяет все отдельные части единого какого-то проекта. Также необходимо вам учиться видеть и ценить собственную роль, которая всегда будет значительной. Число 21. Как правило, вы личность творческая и очень целеустремленная, социально активная и социально ориентированная. Вы способны поддержать любые виды отношений и в течение длительного времени и получаете огромное удовольствие от общения с людьми. Обладаете сильным воображением, и этот дар проявляется абсолютно во всем, что бы вы ни делали. Ваша жизненная задача – это научиться фокусировать собственную энергию и направлять ее на решение конкретного вопроса. Общество даст вам все необходимое и даже больше, так как жизнь может показаться сплошным праздником. Из вас может получиться превосходный менеджер либо организатор. Также вы можете подвергаться периодическим приступам паранойи, особенно когда нервы либо воображение выходят из-под контроля. Любите проникать в самую суть и способны быть страстным. Люди подтягивают ваше очарование и легко выражаемый харизматичный характер. Число 22. Красивое число. Вот, оно является также одним из господствующих чисел в нумерологии. Вот, как правило, вы обладаете способностью одновременно представлять весь план и его мельчайшие подробности. Вы аккуратны, терпеливы и способны подойти к проблеме методично с завидной последовательностью. Ваша жизненная задача – научиться разрабатывать мероприятия с первого малого шага вплоть до его полного завершения. Ваш взгляд на мир необычен, и ваша интуиция сильна, и вы вполне можете позволить себе полагаться на первые впечатления. Имейте повышенную предрасположенность к успеху. Многие личности, оставившие след в истории человечества, были изобретателями и нобелевскими лауреатами. Также вы одновременно и практичны, и идеалистичны. 23.
Таким людям, как вы, необходимы перемены и состояние постоянного возбуждения, именно в хорошем плане, не в сексуальном аспекте. Необходимо постоянно пребывать в состоянии борьбы и движения. Для вас жизнь – это приключение, и вы стремитесь прожить ее как можно полно. Ваше общение с людьми строится на простых принципах, и вы способны долгое время поддерживать хорошие отношения со всеми людьми без исключения. А также вы чувствительны и привязчивы, способны прекрасно уживаться с людьми дома и на работе, но только лишь до тех пор, пока они не пытаются использовать вашу собственную, скажем так, границу запрещенности. Вы созидательны и остроумны, но при этом склонны увиливать от ответственности. Любите просто болтать, и поэтому ваша целенаправленная деятельность периодически начинает пробуксовывать. Вы должны научиться целенаправлению и прилагать свои усилия на избежание различных ошибок. Также дисциплина и порядок – это основные необходимые условия для того, чтобы ваша жизнь была более успешной и эффективной. 24. Вы ориентированы больше на семью и можете пожертвовать многим для того, чтобы сохранить гармонию отношений с важным для вас человеком. Являйтесь обладателем той заветной жилетки, в которую многое и кто угодно может плакать. Вы энергичны и ответственны, всегда готовы помочь, но ваша слишком сочувственная душа часто вмешивается именно во все отношения и приносит беспокойство другим. То есть необходимо знать свои слабости. И нужно в некоторых моментах говорить «уметь нет». Вы привлекательный, вы хороший друг и верный компаньон. Привлекайте к себе практичных людей и тех, которые способны силой своего влияния продвинуть вас, используя ваши таланты. Число рождения 25. Говорит о том, что обладает глубоким и рационалистическим складом ума с острой интуицией. Можете очень глубоко проникать в суть дела. Вы способны достигнуть больших успехов в науке, философии, метафизике, психологии. Также необходимо использовать интеллектуальную деятельность для того, чтобы анализировать факты и важную информацию. Это поможет избегать ошибок и нескоординированных действий. Также ваша жизненная задача заключается в том, чтобы аналитические исследования вашей жизни не заслоняло от вас ее эмоциональную сторону. Необходимо научиться воспринимать мир не только умом, но и сердцем. Вы человек, который предпочитает работать в одиночку и рассчитывать исключительно на свои силы. 26. Вы хорошо чувствуете успех и обладаете талантом бизнесмена, способны к глубоким суждениям и всегда в курсе того, что делаете. Ваша жизненная задача – это поддерживать равновесие между материальным и ментальным и различными гуманистическими ценностями человеческого характера. Принцип «человек человеку волк» как раз ни в коем случае не должен становиться вашим главным жизненным принципом. Необходимо культивировать в себе чувство благодарности за те дары, которые приносят вам жизнь, и разделять их с окружающими. Вы способны быть очень дипломатичным и тактичным человеком. Предпочитайте воздействовать на людей убеждением, а не силой. У вас очень сильный характер, но при этом вы склонны к доминированию и важности. Не терпите слабостей, и будь то ваше какое-то личное пространство, либо чья-нибудь еще. Вы великодушны и стремитесь помочь тем, кому плохо. 27. Прирожденный лидер и талантливый менеджер. Обладайте хорошим умом и способны получить образование в нескольких разных областях.
и в глубине души вы озабочены судьбой человечества. Хотите улучшить жизнь каждого человека на Земле. Способны ярко выражать свои чувства, хотя иногда это происходит, скажем так, с очень большой долей драматизма. Обладайте спокойствием и аристократическими манерами. Тем не менее, ваша жизненная задача – это научиться прощать и принимать. И есть определенный элемент жертвования вашей жизни. Следует отказаться от всех негативных привязанностей. Одна только недобрая мысль, либо желание мести кому-нибудь может вернуться и очень больно ударить по вас самому. Наибольшая вероятность притока материальных средств связана с сферой сервиса. Чем больше положительно вы делаете для других, тем больше положительного возвращается к вам. 28. Вы обладаете большим исключительно чувством реалистичности и аналитическим умом, способны разрабатывать прекрасные планы, организовывать и направлять людей. Однообразная и скучная деятельность быстро вам надоедает. Вы стремитесь рисковать, и в вас живет дух первооткрывателя. Вы экстремальны во всем, чего бы вы ни делали. Также вы способны стать упрямым и жестоким, если понимаете, что могли сделать больше, но этого не сделали. Также у вас есть склонность отождествляться со своими идеями, и вы не любите менять своих установок. И вы, с одной стороны, очень эмоциональны и любите демонстрировать свою привязанность, и с другой стороны, вы очень можете быть раздражительными и быстро выходите из себя. Должны быть созидательны и способны достичь финансового успеха только в том случае, если вы будете отдавать больше этому миру. Число 29. Главный дар ваш – это интуиция и стремление постигать сокровенную глубину вещей. Вы настолько устремлены к духовным целям, что порой не видите ничего рядом, что происходит. Обладаете развитым умом и острой интуицией, но это не является результатом логического либо рационального подхода. Вашу жизнь направляет вдохновение, а не рациональные расчеты. Необходимо культивировать доверие. Вы энергичная личность с огромным потенциалом, но вам необходимо развивать характер и уверенность в себе. Лишь тогда вы сможете открыть и реализовать собственный потенциал. В некоторые моменты вы можете даже чувствовать, что находитесь в руках судьбы, и поэтому можете сдаться и плыть по течению. Подобно тому, как дерево нуждается в развитой корневой системе, для вас необходимо расти и преобладать различные трудности для достижения своих жизненных целей. Ваша развитая интуиция может повести к должности очень высокого, например, квалифицированного специалиста. Ваша острая чувствительность является причиной того, что вы легко впадаете под влияние своего окружения. Любите красоту и гармонию, и вы жаждете интенсивного общения и внимания людей. Можете быть очень эмоциональны и часто переживаете крайние степени различные приступы счастья и разочарования. Несмотря на высокую чувствительность, вы, несомненно, обладаете качествами лидера. Вы скромны, дипломатичны и вежливы. Также вы умеете убеждать людей. Вы имеете все для того, чтобы достичь успеха и славы. Также вы должны искать пути, помогать другим и служите неким проводником гармонии и ясности. Вселенная к таким людям очень благословенна, и такой образ жизни понесет вам те материальные духовные плоды, о которых вы можете мечтать. Так, здесь у меня не помещается число 30. Запишем его вот здесь. Число 30. Такие люди очень одарены прекрасным воображением и остроумием, и
дар ваш – это красноречие. Вы неутомимый энтузиаст, и окружающие оценивают вас как вдохновителя. Человек очарованный и обладателя харизматического дара. Можете быть прекрасным менеджером, и вы любите общество, друзей, привлекательны и любвеобильны. Поэтому можете быть подвержены к расстройствам и переживать эмоциональные взлеты и падения. Гармоничны во всем, чем бы вы ни занимались, от подбора одежды до декоративного оформления своего жилища. Но при этом вы можете легко растерять свои таланты, если будете ориентироваться на веселую жизнь, а не работать. Также необходимо быть осторожным и не растрачивать свою энергию по пустякам. Учитесь направлять свою энергию и усилия для решения долгосрочных задач. 31. Такие люди – прирожденные организаторы высокого класса, способны работать долго, упорно и сознательно, но при этом необходимо не забывать о поддержании здоровья. Необходимо быть осторожным, и работать сверх меры не рекомендуется. Вы любите цельность и определенность, при этом обладаете неузурядным артистическим талантом, который может проявляться в самых различных конкурентных формах. Коллеги ценят вашу дисциплинированность и склонны полагаться на вас, но при этом вы постоянно испытываете сомнения насчет того, что выполняемая вами работа – это то, что именно вам нужно, и то, что приносит вам колоссальное удовольствие. Ваша жизненная задача – научиться делать то, чем вы заняты, с максимальной отдачей здесь и сейчас. Высшие силы всегда покровительствуют вам. Нужно культивировать доверие и способность довольствоваться тем, что у вас есть. Если вы не разовьете в себе этих способностей, то, к сожалению, вы не сможете найти стабильности ни в карьере, ни в личной жизни. Вы можете стать упрямым, жестоким и не позволяйте новым идеям проникать в ваши устоявшиеся отношения с вещами и жизнью. Это способно привести к часто действительным расстройствам личности. Ключ к успеху – готовность поддерживать порядок и дисциплину в своей жизни.